Когда я показывал один из способов, как можно заделать смоляные карманы в лиственнице, как заделать дефекты в древесине с помощью лодочек, меня не оставляло ощущение, что что-то в этом способе недоработано. То есть сами лодочки выполняются на фрезерном столе, для выборки лунок под лодочки сделано специальное приспособление для ручного фрезера, а вот выравнивание лодочек после вклейки выполняется ручным инструментом. И вот посетила очередная идея, и хотел бы ею с вами поделиться. Здравствуйте, меня зовут Юрий, и я рад вас всех приветствовать. Было решено для выравнивания лодочек после вклейки также использовать ручной фрезер. Вот этот кромочник, хотя подойдет любой погружной фрезер, имеющийся в наличии. Только для него нужно изготовить специальную подошву. Подошву я буду делать из обрезки 15 мм фанеры. Пластина меньшей толщины будет неудобно, поскольку необработанные лодочки могут возвышаться над поверхностью щита на 10-15 мм. Прикладываю к размеченной пластине подошву от фрезера и намечаю крепежное отверстие. Делаю это с помощью сверла для мебельных петель, копеечной, но чрезвычайно полезной оснастки. Здесь сверло вставлено в коническую подпружиненную втулку, которая центрирует сверло относительно отверстия в дверной петле, или, как в данном случае, отверстия в подошве. Промахнуться невозможно. И размечаем выборку под фрезу. Одним движением руки привожу на ленточной пиле самодельный механизм сброса натяжения полотна в боевое положение. И аккуратно, насколько это возможно, оформляю вырез под фрезу. Чтобы по сделанным ранее отметкам просверлить отверстие вертикально, воспользуюсь еще одним приспособлением. Без него сверлить отверстие перпендикулярно поверхности у меня получается крайне редко. И это беда, а с ним практически всегда идеально. Осталось только с обратной стороны подошвы убрать углубление под шляпки винтов, и подошва готова к установке на фрезер. Дальше, собственно, установка подошвы на фрезер, а также установка прямой пазовой фрезы подходящего диаметра. Процесс настройки здесь совсем простой. Нужно всего лишь добиться, чтобы режущая кромка фрезы была вровень с поверхностью подошвы. И после пробного фрезерования подрегулировать, если нужно. Можно сделать ручку для лучшего удержания, но это потом, если захочется, и уже после испытаний. Вот фрезер на спецподошве готов к испытаниям. Испытания будут проводиться не на лодочках, поскольку они вклеиваются и нужно будет ждать схватывания клея, а на шкантах. Результат испытания от этого не станет менее достоверным. Разрезанные пополам шканты вбиваю в просверленное отверстие в заготовке и настроенным фрезером пытаюсь срезать их выступающие части. После двух срезанных шкантов добавляю глубину фрезерования
но, видимо, добавил лишнего. Дубль 2. И идеальный результат. То, что нужно. 15 минут работы и избавление от работы стамеской и размахивания ручным рубанком. Применение этой спецподошвы для выравнивания лодочек я обязательно покажу. Изготовление шкафа из лиственницы продолжается. Так что проверьте, что вы подписаны на канал и уведомления о выходе новых видео включены. А на этом я с вами прощаюсь. До следующих встреч на канале.